Что-то еще заказывать? Пожалуй, нет, спасибо. Тогда я убираю. Было очень вкусно. Это ваше. Парикмахер заказывали? Пожалуй, нет. Давайте после. Я как раз, наверное, обрасту к концу съемки. Хорошо. Спасибо. Всем снова большой привет. Хотелось бы с вами поделиться еще одним классным лайфхаком, когда у вас, например, есть сайт, у вас есть система аналитики, и вам очень интересно, как люди себя ведут на вашем сайте. Есть у Яндекс.Метрики такая штука, которая называется WebVisor. Я вот всем прям рекомендую, у кого сайты есть, установить себе обязательно счетчик метрики вместе с WebVisor, для того, чтобы вы могли анализировать поведение людей на сайте. Почему это важно? У вас, например, есть сайт, вы его там создали на своем компьютере, на планшете, не знаю, на ноутбуке, неважно где. И вы вроде на него смотрите, вроде все классно, все отлично, проверили так, загружается отсюда, с телефона там зашли, проверили и так далее. Но когда происходит пользование непосредственно самим сайтом, когда заходят туда люди абсолютно с разных компьютеров, с разных систем, с разных телефонов, отображается у всех все по-разному. А WebVisor — это такой сервис, который записывает в режиме видео, что вообще человек делает на вашем сайте. И вы просто выбираете себе разные операционные системы, разные диагонали экранов и так далее. Выбираете себе таких пользователей и начинаете отсматривать, правильно ли у них вообще все отображается. На некоторых версиях операционных систем не отображаются какие-то кнопки, не отображаются какие-то картинки. Что-то происходит вечно не так. Поэтому ваша задача перед тем, как вы начнете покупать трафик, там, инвестировать в рекламу, сначала проверить, как у вас все это отображается на разных диагоналях, в разных абсолютно операционных системах и так далее, с разными браузерами и с разными версиями каких-то андроидов, эпплов и так далее. После того, как вы убедились в том, что у вас все круто, вам дальше нужно понять поведение, по которому ваши клиенты должны идти. Например, там есть интернет-магазин, там человек ложит в корзину, потом дальше переходит на страницу чекаута, и потом дальше уже непосредственно производит оплату, после чего там его кидает на какой-то thank you page. Вот у вас, грубо говоря, 4 самых простых этапа, по которым идут ваши клиенты. Вы заранее все это в тег-менеджере отметили, все эти цели, аналитика у вас все это дело фиксирует, и потом дальше вы заходите в раздел WebVisor, вас интересуют пользователи, например, по каждой из целей. Фильтруете, по какой конкретно цели вам нужно, и он вам показывает все сеансы, которые были с попаданиями по этим целям. Соответственно, вы начинаете их отсматривать и анализировать, все ли правильно идет, все ли правильно отображается. И точно так же делаете по каждой цели поэтапно. И только когда вы дошли до последней цели, вы видите, что у вас все хорошо, у вас там разные операционные системы, разные браузеры, разные диагонали, все отображается правильно, и у вас нет никаких провалов в вашем конверсионном туннеле, то значит вы все сделали правильно. А если вы видите, что у вас на каком-то этапе есть, например, переходы в корзину, есть, например, заполнение формы чекаута, но нет конверсии, нет итоговых покупок, значит, где-то есть проблема. И я вам советую ее искать именно там, потому что там записывается абсолютно все, что делают люди на вашем сайте. Я надеюсь, информация будет вам полезной, и пользуйтесь с удовольствием, это сервис абсолютно бесплатный.